Всем привет! Вы смотрите проект Weekly Top Fake, где мы, команда журналистов-расследователей, рассказываем, как вас хотели обмануть в новостях. Белорусская экономика адаптировалась к санкциям, рапортуют белорусские чиновники. Об этом высказался и Александр Лукашенко еще в самом начале года. Нам в прошлом году удалось преодолеть негативные тенденции и выйти в денежном выражении на положительные результаты по экспорту. Конечно, деньги решают все, но хотелось бы, чтобы мы, и как принято говорить, поштучно увеличивали экспорт. Поэтому, как бы мы тут ни пытались по итогам года приукрасить наши результаты, не совсем это получится. Будем откровенно говорить, что поштучно это значит, что тракторов и прочих автомобилей, калийных удобрений, нефтепродуктов, тонны и штуки мы реализовали меньше, чем в 2021 году. И благодаря тому, что произошел резкий рост цен на те товары, которые мы продаем, мы имеем более-менее положительные результаты по экспорту. Другими словами, имеется в виду, что физически продали меньше тракторов и другой продукции, но поскольку цены выросли, то в деньгах получилось больше, чем годом ранее. На самом деле нет. Белорусский статистический комитет наконец подвел и опубликовал результаты года. И вот какая картина выходит. В 2022 году, если считать долларами, экспорт в текущих ценах уменьшился на 4%. По другой методологии расчетов на 4,2%. Но в любом случае в деньгах Беларусь продала как минимум на $1,5 миллиарда меньше, чем годом ранее. А данных по штукам и тоннам, как выразился Лукашенко, Белстат пока не выложил. То есть, даже если считать в деньгах, то результат отрицательный, а не более-менее положительный. В физических объемах, исходя из высказывания Лукашенко о росте цен, результаты прошлого года могут оказаться еще хуже. Возможно, поэтому Белстат эти данные и не озвучивает. За что Александр Лукашенко получает 5-е место нашего рейтинга неправды. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на Patreon или другими способами доната. Ищите все ссылки в описании под видео. Владимир Путин в послании Федеральному собранию Российской Федерации заявил, что Россию и русских хотят уничтожить. Вдогонку в белорусских СМИ и блогах появилось подтверждение этому. Вот что, например, озвучил руководитель телеканала «Беларусь-1» Иван Эйсмонт. Вот заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Цитата. «Страны НАТО должны установить контроль над Москвой и насильно переписать менталитет граждан России, чтобы от русских больше никогда не исходило угроз». Ей ответил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллис. Отреагировал. «Сумасшедшие захватывают лечебницу. Боже, помоги Европе». Посты с таким же содержанием мы заметили в телеграм-каналах АТН и Соловьев Лайв. Начнем разбор этой новости с конца. Евродепутат Мик Уоллис действительно написал фразу про сумасшедших. Но он повелся на фейковую цитату. И, похоже, ее распространило информагентство «Красная весна». Тут эти слова взяты в кавычки, то есть как цитата премьер-министра Эстонии Каи Каллас. За день до этого те же слова про менталитет опубликовал сайт «Политнавигатор». Но без кавычек, то есть как пересказ основной сути слов эстонского премьера. И, конечно же, так, как их понял тот, кто эту статью писал. Правда, тут же есть настоящая цитата Каи Каллас и видео ее выступления. Вот как она ответила на вопрос, что нужно сделать, чтобы со стороны России больше никогда не исходила угроза. Надо решить вопрос ответственности, также в отношении России, подотчетность. После Второй мировой войны был Нюрнбергский трибунал, Токийский трибунал. Нацистские преступления были осуждены по всему миру, и немецкий народ узнал о преступлениях, которые совершали нацистские преступники. И это изменило менталитет. Таких вещей не было в России, этого не произошло. Но «Беларусь-1», телеграм-каналы «Соловьев Лайв» и АТН довольно свободно интерпретировали и утрировали сказанное. За это они получают 4-е место топ-фейка.
На границах Беларуси с Польшей и Литвой продолжается кризис. Литовские пограничники пропускают всего лишь по 50-60 фур в сутки при пропускной способности 200 фур, из-за чего очереди растягиваются на 8-9 километров. А в государственной прессе Беларуси рассказывают о том, что власти Польши мешают гражданам Евросоюза попасть в Беларусь. 3 поляка, 2 немца и швейцарец пытались незаконно пересечь границу со своими вещами из Польши в Беларусь. Чуть-чуть не получилось, паны с испугу успели их задержать. Извините, а что у вас там в Европах происходит? Граждане 3 европейских стран пытаются сбежать в Беларусь. Похоже, что западные политики вешают смачный роллтон нам на уши. Не все так гладко у них там, раз такие случаи есть. Самое смешное, что автор поста дал ссылку на новость польской погранслужбы. И достаточно по ней перейти, чтобы прочесть, что все было совершенно не так. Дежурные в Центре надзора в Белостоке заметили у дамбы с польской стороны несколько человек, которые передавали посылки на белорусскую сторону. Немедленно к этому месту был направлен патруль с пограничного поста в Черемхе, который проверил документы у 3 граждан Польши, 2 граждан Германии и 1 гражданина Швейцарии. Люди пришли в район польско-белорусской границы с вещами, которые передали белорусской стороне. То есть границу эти люди не штурмовали и попасть в Беларусь не стремились. Они пытались что-то в Беларусь передать, а что именно, пограничники не сообщают. И это 3-е место рейтинга фейков. Российские войска фактически окружили Бахмут. На 4-м месяце боев за этот город появляются новости то о неполном, то о полном, то пока еще по огневом его окружении. На этом фоне в немецкоязычном телеграм-канале «Новости из России» появился пост о том, что Илон Маск обрадовался твиту, в котором сообщалось, что российские войска окружили Бахмут. И это 2-е место нашего фейк-чарта. Илон Маск написал в Твиттере, что Бахмут практически окружен, и это хорошо. В подтверждение даже показали скрин его комментариев под твитом из аккаунта WarMap с картой окружения Бахмута. Если зайти в аккаунт Илона Маска и посмотреть его реплики на чужие твиты за 28 февраля, то в ленте это выглядит действительно именно так, как и показал немецкий телеграм-канал. Но если открыть эти реплики, то видно, что они на разные темы. Твит «почти окружен» относится к Бахмуту, а вот фразу «это хорошо» он написал в ответ на твит в другом аккаунте. Он похвалил нагревающийся чехол для матраса. И это 2-е место нашего топа. Пока в Беларуси пытаются снести памятник поэтессе Ларисе Гениуш без привлечения ненужного внимания общественности, сотрудница «Беларусь-1» Екатерина Тихомирова в своем «Катюшином расчете» убеждает зрителей, что в Украине переписывают историю, сносят памятники и этим обижают ветеранов. Последние десятилетия украинские власти старательно переписывали собственную историю и продолжают это делать до сих пор. Сначала был ленинопад, добрались даже до могил тех, кто освобождал Украину от гнета немецко-фашистского захватчика. Я ж воював, я ж у крові лежав, отако. Руку одірвало, живіт розірвало, 2 дірки в голові, ногу отрізали. За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? Все выглядит так, словно дедушка-фронтовик глубоко опечален сносом памятников Ленину и воинам-освободителям в Украине. Но, как оказалось, это видео с ветераном не имеет никакого отношения к сносу памятников. Мы нашли это видео в интернете. За що ж я воював, скажіть, товариш полковник? Видео размещено на YouTube-канале телеканал Код ТВ и называется «Ветеран-бомж и президент Порошенко». В сеть оно было выложено еще 26 октября 2014 года. То есть канал «Беларусь-1» вставил в сюжет кусок из видео 8-летней давности. А теперь узнаем, из-за чего на самом деле так сокрушался дедушка. В этом же видео есть такой отрывок. А вы здесь кого-то ждете? Да, президента жду. Він мені сказав, у Умані було 10 тисяч людей, він мене підняв із стільця, це 20 мая, і сказав, що я вам поможу. Так от я його жду і хочу спитатися, поможе він мені чи в нього обман? По его словах. Дедушка ждет президента, который ему обещал помочь. Петр Порошенко и правда в мае 2014 года был в Умане. Он тогда еще был кандидатом на пост президента и приехал выступить на предвыборном митинге. А в октябре побывал в Одессе, где и было снято это видео. Ветеран на видео – инвалид 1-й группы Николай Иванович Скалевский, который, с его слов, 20 лет стоит в очереди на квартиру и все не может ее получить. 20 років добиваюся квартири, я бомж. І в мене жінка інвалід
первой группы. Хотя среди одесских волонтеров, которые его хорошо знают, поговаривают, что это не совсем правда. Если верить не словам, а документам, то инвалидность дедушка получил еще в детстве, которое пришлось на годы войны. Тогда ему было 10 лет. И нет информации, что он в таком возрасте уже воевал. А без жилья он остался, потому что продал свой дом, переехал в 2007 году в Одессу и стал требовать себе квартиру. Но суть даже не в этом. Дедушка в Украине известен еще и тем, что высказывал свою поддержку лидеру украинских националистов Олегу Тягнебоку. Передайте Тягнебоку, що я за нього буду. Я не туди стріляв, треба було сюди стріляти. То есть, во-первых, фронтовое прошлое дедушки под сомнением. Во-вторых, говорит он совсем не о том, что ему приписали БТшники. А в-третьих, он вряд ли против Ленинопада, потому что он является сторонником украинских радикалов из партии «Свободы». Так что за этот неудачный монтаж «Беларусь-1» получает первое место нашего Weekly Top Fake. Это все, что мы хотели разоблачить в этом выпуске. А я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. До следующей недели.